Чат GPT бесплатный, чат GPT 4 Omni. Gemini бесплатная, Gemini Pro. Claude бесплатная, Claude Opus. 4 мощнейшие модели от компаний-гигантов. Какую модель все-таки использовать? Какая нейросеть лучше? Нужно ли платить? Либо бесплатная справляется также хорошо? Это будет видео очень сильно полезно. Я сравнила все вот эти 4 модели по самым ключевым параметрам, которые, в принципе, нам интересны. Поэтому смотрите видео, оно будет длиннее, но безумно полезное, сэкономит вам колоссальное количество времени, которое мы потратили на тесты этих нейросетей. А еще я просто хочу вам сказать, что спасибо, что доверяете каналу, спасибо, что смотрите. Я возвращаюсь. Были периоды времени, когда действительно уже доходило до того, что ты просто снимаешь видео, потому что тебе нужно снимать видео. Но когда ты осознаешь, что перед тобой живые люди, которые тебе доверяют, которые включают твое видео, у тебя просыпается какая-то внутренняя сила снова и снова, и ты хочешь продолжать и отдаваться, и снимать. Поэтому поехали. Итак, я подготовила серию разных заданий, вопросов, которые нам помогут оценить возможности каждой модели в разных аспектах. Для чистоты эксперимента я буду, естественно, использовать одинаковые задания для каждой из моделей, чтобы сравнивать их ответы. Поехали! Первый и самый простой, пожалуй, критерий, который мы разберем, это генерация изображений. Мы посмотрим, как разные модели справляются с созданием картинок по нашему запросу. Окей, начнем наш тест. Я подготовила одинаковый промпт для всех моделей, в котором прошу создать такое реалистичное изображение уютной спальни в стиле лофт с элементами модерна. Промпт звучит вот так вот. Комната оснащена панорамными окнами от пола до потолка, через которые открывается вид на умиротворяющий городской пейзаж. И так далее, можете его прочитать. Теперь вставляю этот промпт во все модели и смотрим на результаты. Итак, что мы имеем? Мы имеем, что у нас GPT-4 и GPT-4.0 в принципе справились с задачей хорошо, а вот Claude и Gemini пока в этом плане отстают, то есть они не подойдут нам для этой задачи. Окей, теперь попробуем написать промпт на английском языке. И у нас добавится теперь еще и моделька Gemini, и вообще посмотрим, как она лучше ли понимает тот же промпт только на английском или нет. Вставляем наш промпт, заметим, он тот же, который был на русском, просто я его перевела теперь на английский язык. Изображение готово, смотрим на результаты. Итак, что мы видим? При генерации картинок по-английски 4 и 4.0 показывает более впечатляющие результаты. Я, кстати, сама постоянно генерирую картинки в чат GPT, я перестала пользоваться Midjourney. Мне нравится то, что потом еще можно с ней пообщаться. Если какой-то результат тебе не понравился, ты можешь человеческим языком конкретно сказать ей, что тебе не нравится. Gemini, в принципе, тоже у нас справился с задачей, но не без грехов. Ну а Claude пока остается в стороне, потому что у него, в принципе, нет функции генерации изображений. Окей, теперь возьмем другой пример, а именно людей. Тут мы посмотрим, как он хорошо справляется с руками, ведь руки — это самая такая большая из главных проблем, с которой сталкивались нейросети. Поэтому мы здесь подготовим промпт реалистичное изображение молодой девушки, 25 лет, с длинными волосами, в очках, сидящей в уютном кафе днем. Вставляем промпт, смотрим, что у нас получилось во всех моделях. Итог. В генерации человеческих лиц у нас все-таки GPT преуспевает. Да, они не дотягивают до реализма, хотя есть определенные успехи. В принципе, я думаю, что если с ней поработать, то может что-то и получиться. А Claude и Gemini пока у нас не генерируют портреты. Я уверена, что Google добавит это, но пока это делать невозможно. Если же вам очень важна генерация прям реалистичнейших изображений на все вкусы и цвет, то, конечно же, пока чат GPT 4.0 уступит Midjourney, и Midjourney с этой справляется с задачей намного лучше, но по моему опыту скажу, что я перестала пользоваться Midjourney, потому что, в принципе, чата GPT мне хватает. Другие модели я не использую, потому что мне все равно нравится больше чат GPT в этом плане. Следующий, второй параметр у нас будет логика и рассуждение. Посмотрим, какая модель лучше размышляет и мыслит логически. Задача у нас будет такова. Человек провел в больнице 3 дня и был совершенно здоров, но из больницы его пришлось снести. Почему? GPT-4 предположила, что человека пришлось снести, потому что он был новорожденным ребенком. А это уже интересно, потому что ответ правильный, но почему-то он сказал неуверенно, то есть модель просто предполагает, но она не дала четкий результат, который хотелось бы услышать. А вот 4.0 уже более уверенно заявляет, что человек выписался из роддома. Модель явно уловила суть загадки и разгадала, что это был новорожденный ребенок. Claude в бесплатной версии не смог разгадать задачку, а вот Claude в платной версии тоже не подкачал. И он не только дал правильный ответ про новорожденного ребенка, но он также подробно объяснил, почему это единственный логичный вариант в данной ситуации. Поэтому браво, Claude, отличная демонстрация логического мышления. Gemini
Gemini в бесплатной версии говорит, что смогла только предположить несколько вариантов, но сказала, что информации недостаточного и верного ответа мы так и не увидели. А Gemini в платной версии, как и в прошлый раз, дала самый расплывчатый ответ. По сути, она просто предположила, что человек мог быть слишком слаб, чтобы идти самостоятельно. Но ведь в задаче было четко сказано, что человек был совершенно здоров. В рассуждениях, в логике у нас есть явные лидеры, это GPT 4.0 и Claude платной версии. Они не только дали правильные ответы, но они еще и продемонстрировали отличные навыки логического рассуждения, показывая, как она мыслила, как она к этому пришла. И в принципе GPT-4 тоже неплохо справляется, да, но иногда не дотягивает совсем вот чуть-чуть. Но Gemini пока у нас не блещет логикой. Следующий фактор у нас креативность. Это то, что, я бы сказала, больше всего сейчас отличает человека от нейросети, но посмотрим, как справляется с креативностью модели в разных ситуациях. Напиши мне 3 креативные и нестандартные бизнес-идеи, как я могу зарабатывать с использованием AI. Я занимаюсь автоматизацией, интеграцией AI в бизнес-процессы. В частности, создаю умных чат-ботов с встроенным AI и так далее. Вставляем промпт и оцениваем креативность бизнес-идей. Ну что, смотрим 4 и 4.0. Мы видим, что они выдали довольно банальные идеи, то есть создание персонализированного обучения, AI-консультант для бизнеса, автоматизация соцсетей. То есть это работает, но это не креативно. Я попросила именно креативные идеи. Поэтому, в принципе, креативом они здесь не впечатлили. Claude в бесплатной версии что-то чем-то напоминает ответ ChatGPT-4, то есть тоже похожие примеры и их описание. А вот Claude платный уже поинтереснее. Мы видим, что он предложил идею персонализированного виртуального шопинг-ассистента. Классно. Такое часто не предлагают на рынке, поэтому креативно. AI-рекрутер для подбора персонала. Или, например, виртуальный консьерж для гостиниц. Тоже тема довольно-таки интересная. Я знаю, что используют ИИ для подбора персонала, но я не видела услуги ИИ-рекрутера. Поэтому я считаю, что это оригинально. Окей, Gemini. Ответ, в принципе, тоже банальный. Создайте свою платформу. То есть банально. Креативности здесь нет. А вот, кстати, Gemini платная, понравился ответ. Мы видим, что он предложил парочку идей, например, AI-терапевт для бизнеса. Классно, я такого, например, никогда в жизни не слышала. А ведь бизнесу это может быть очень полезно. Или, например, AI-сценарист для маркетологов. Тоже конкретно супер узкая задача, а в мире бизнеса, если вы хотите что-то продавать, конечно же, супер узкая задача, она всегда продается проще. Да, не так, возможно, масштабней, поэтому звучит очень нестандартно. Видно, что модель здесь постаралась выйти за рамки и придумать что-то свежее, креативненькое. Ну, то есть в целом Gemini прям порадовала креативом здесь по полной. Поэтому если подводить итоги нашего креативного батла, у нас здесь явные лидеры. Это Claude и Gemini. По крайней мере, они старались выйти за рамки стандартных ответов и попытались что-то скреативить. GPT, к сожалению, здесь особо не блеснула креативом. Их идеи были банальными и довольно предсказуемыми. Следующее. Двигаемся дальше. Код. Написание кода с помощью нейросети. Я подготовила довольно сложное задание, но я всегда тестирую ИИ именно этим заданием, потому что оно мне очень нравится. Слушайте, какое оно. Создай игру Chrome Dino на Python с использованием P-Game, где пиксельный динозавр прыгает через кактусы с простым черно-белым интерфейсом и счетчиком очков. Задание не из простых. Посмотрим, справятся ли наши модели с первого раза. Окей, смотрим. Код они сгенерировали, теперь мы этот код вставим в специальную программу, чтобы проверить, работает ли оно на самом деле. Единственное, что модель за нас не сможет нарисовать настоящего пиксельного динозавра и дать прям структуру кактусам, она сейчас их изобразит именно в квадратиках, но просто знайте, что первый квадрат у нас будет в роли динозавра, а остальные в роли препятствий. В GPT-4 игра вроде бы запустилась, но она работает как-то странно. То есть мы видим, что динозаврик у нас он бегает, но вот через кактус он почему-то проходит. Никакой реакции на столкновение, да и препятствия какие-то все кривоватые. В общем, код работает, но не совсем так, как у нас задумывалось. 4.0. Вообще намного лучше. Игра работает, динозаврик прыгает, счет растет. Да, правда, модель добавила какие-то непонятные кубики, которых зданий не было. Но в целом механика игры соблюдена, код работает, молодец, 4.0, с первого раза все работает.
Следующее. Клод в бесплатной версии. Тут модель написала мне код, где я сама должна загрузить картинки, чтобы код запустился. Соответственно, игра не запустилась. Это не работает у нас в нашем случае. А в Клод платной версии ситуация другая. Здесь все работает, все элементы на месте. Мы видим, что столкновение обрабатывается корректно. Но здесь опять же есть какие-то лишние объекты, которых мы не просили. Но ключевые слова: бегущий динозаврик, препятствие и подсчет очков реализовано верно. Так что Клод классно справился с первого раза с этой задачей. Gemini на бесплатной версии ошибка такая же, как и в платной, то есть неправильно полностью написан синтаксис в коде. А Gemini в платной версии вообще, смотрите, что-то пошло не так, код не работает, игра даже не стартует. Поэтому, в принципе, если вам нужен код, Gemini пока это не ее конек. Поэтому, если подводить итоги нашего кодерского теста, у нас GPT 4.0 и Cloud в платной версии справились с задачей классно, рабочие коды с первого раза уже можно поиграть. Да, безусловно, есть какие-то моменты, которые нужно исправлять, но именно с нашей задачей справился хорошо. Кстати, вопрос, который может возникать у вас: а есть ли какие-то решения, где можно использовать все эти модели в одном месте, а не переходить и выбирать? Есть такие сервисы. Один из них мы, кстати, не раз упоминали на нашем канале, он называется Syntax, это Telegram-бот, кстати, один из топовых пока на рынке, которые я встречала. И у них недавно появились обновления, ранее такого не было, и сейчас можно использовать все 4 модели, то есть и ChatGPT, и 4o, и Claude, и Gemini. По тарифам у них в базовом тарифе 10 запросов в час к этим моделям, в Pro-тарифе 25 запросов, в VIP-тарифе 50 запросов в час к этой подписке, то есть на все эти модели. Если же вы используете все запросы в 1 час, тогда у вас открывается модель ChatGPT 3 Turbo, и она уже будет без ограничений бесплатная. И ранее у них в боте были ограничения по получению сообщений, то есть можно было получить от чата GPT до 4000 символов, были лимиты. Они сейчас их убрали, и можно прям получать полноценные ответы, которые мы бы получали в чате GPT. И у них вместе с этим еще появились GPTs, пока есть самые топовые, популярные на рынке, но вы можете также добавить свой, связавшись с поддержкой. Появился выход в интернет, добавили Custom Instructions, загрузку файлов, преднастройки, то есть вы можете рассказать GPT, как себя вести, он будет помнить и, соответственно, вести подобающим образом. Ну и это не все, да, помним, что у этого сервиса помимо моделей можно еще генерировать видео, генерировать аватаров, музыку, картиночки, файлы редактировать. То есть вообще я этот бот очень безумно люблю сама, потому что им пользуюсь, когда мне каждый раз нужно быстренько в телефоне использовать ту или иную нейросеть. И для любителей розыгрышей у них сейчас проходит конкурс, где первое место получит iPhone 15, поэтому кто хочет попытать удачу, переходите, ссылочка будет в описании. Ну а мы продолжаем. Следующий параметр — написание статей. Здесь мы попросим сгенерировать для нас статьи на заданные темы и сравним мы качество, структуру, длину, что немаловажно, и информативность полученных текстов. Задание будет довольно-таки сложное и на определенную длину текста. Задание будет такое: напиши мне статью на 2500 слов на русском языке о важности правильного питания. Включи основные принципы влияния на здоровье, роль витаминов и минералов, примеры здоровых и нездоровых продуктов, советы по составлению сбалансированного рациона и последствия неправильного питания. То есть здесь есть конкретные требования, поэтому смотрим, что у нас получилось. Мы вставили этот промпт во все модели, смотрим на результат. Начнем с GPT-4. Статья у нас получилась довольно-таки сухой, можете сейчас почитать, официозной. Здесь много сложных терминов, мало живых примеров, и по объему она совершенно не дотянула, всего лишь 462 слова из заявленных 2500. 4.0. Смотрим. В 4.0 получше, конечно же, текст более простой, более человечный. Тоже, конечно, больше похож на какой-то реферат или конспект, чем на полноценную статью. Информации мало, то есть раскрывается тема более так поверхностно. Хотя по объему уже получилось больше слов, 845 слов, но опять же не то, что заявляют нам разработчики. Следующее. Клод. Клод в бесплатной версии, она, кстати, удивила. Результат хороший, 1112 слов. Моделька у нас видно, что углубилась в тему, начала писать прям подробно, какие-то плавные переходы вот от пункта к пункту, поэтому классно, справилась с задачей лучше. А вот статья от Claude в платной версии вообще еще лучше. Сразу же видно, что модель старалась, уже почти 2000 слов. Да, в процессе мне пришлось написать слово «продолжай», потому что видно, что моделька уперлась в свой лимит ответа, но мысль не закончена. Но текст получился и правда более живой, насыщенный, с кучей примеров, пояснений. То есть видно, что Claude хорошо разбирается в теме и может объяснить такие сложные вещи простым языком, что нам, в принципе, и надо было. Прям такая настоящая научно-популярная статья.
Окей, Gemini. Gemini в бесплатной версии достаточно короткая, в принципе, как и у нас GPT-4. Тема не полностью раскрыта и написано всего 426 слов и совершенно не структурировано. Gemini платная версия выдал компактную статью на 767 слов. Что мне здесь понравилось? Мы видим, что текст, он прям супер легко читается, все по делу, без лишней какой-то воды. Видно, что там она хорошо структурировала информацию. Разбила на разделы, на подзаголовки, что важно очень в статье. И язык очень простой, понятный, каких-то без заумных терминов. В принципе, то, что нам и надо было. Да, не полноценная статья, я бы сказала, но симпатичная такая статья, конспект, такое для быстренького ознакомления с темой. Подведем итоги нашего писательского состязания. Да? Если вам нужна более такая серьезная, подробная, качественная статья, то наш выбор пойдет на Клод. Видно, что он очень сильно расстарался, выдал максимально объемный информативный текст. Если же нужно что-то более легенькое, такое компактненькое, то Gemini тоже классно на это подойдет. Чат GPT-4, GPT-4o отстают по писательской части, их тексты более суховаты, маловаты, больше похожи на какие-то рефераты или конспекты. Ну а если нам нужны серьезные научные статьи, то GPT-4 в принципе классно подходит и самое то. Следующий параметр у нас персонализация. И вот тут мы уже проверим, насколько они могут подстраиваться под стиль и манеру конкретного человека. Мы им дадим образцы текстов и попросим их сгенерировать что-то похожее по стилю. Немаловажный фактор. Я очень часто использую нейросеть именно для этой задачи, поэтому смотрим, что получилось. Здесь я буду использовать документ, то есть я загружу у нас статью в документ и буду вставлять документ и смотреть, как она хорошо считывает этот документ. У меня задание будет такое: проанализировать данный документ, чтобы понять стиль написания, и твоя задача будет полностью скопировать данный стиль речи, привычки, повадки и так далее. Ты должен полностью перенять стиль написания текста из этого документа и написать для меня пост для моего телеграм-канала на ту же тему, что и представлено в документе. Задача не из простых. Я думаю, что каждый пытается настроить и под себя разными способами, и здесь мы сейчас используем один из способов. Смотрим на результаты. Если подводить итоги нашего теста, у нас есть два явных фаворита, это у нас Клод и Gemini. Им пока лучше всего удалось уловить мой стиль и манеру и сгенерировать такие вот телеграммные посты. Не супер точь-в-точь, но очень похоже. GPT-4 4.0 тоже старались, получилось не так здорово, как у Claude или Gemini. Они более все-таки такие официальные, более структурированные, не такой человечный язык, но под персонализацию у нас есть еще вторая задачка. Задачка у нас будет проанализировать данный документ, понять стиль написания, и задача будет полностью скопировать данный стиль речи, привычки, повадки и так далее и переписать следующую новость в том же стиле на русском языке. То есть здесь у модели не будет примера, а он должен подумать сам своими нейронами и не просто сгенерировать пост в Telegram, а здесь будет задача переписать новость в моем стиле. Посмотрим, как он адаптируется под нужный нам формат и стиль. Результаты готовы? Смотрим. Если делать выводы, то у нас Claude и Gemini лучше всего скопировали стили. В нашем случае Gemini справился с этой задачей даже лучше. GPT 4.0 с этой задачей пока вообще не справился, не уловила суть и, соответственно, не адаптировалась под написание. Следующий фактор у нас суммаризация. Тут мы с вами проверим, насколько хорошо наши модели могут выделять самое главное из огромного объема информации и делать такие краткие, емкие выжимки. Для этого задания я подготовила прям настоящий челлендж, а именно транскрибацию двухчасовой конференции Google, где они говорят очень много разных новинок. Это очень много текста, это 90 тысяч токенов, и мне интересно, как она справится с этой задачей. И еще я добавила в этот документ, в конец документа, секретную фразу. Это поможет посмотреть, читает ли нейросеть весь документ, либо она просто пробегается как-то выборочно по нему. В общем, задание звучит так. Сделай суммаризацию этого документа, напиши все новые функции, которые предоставлены в данном документе, а также в конце напиши секретную фразу. Загружаем во все нейросети, смотрим, что у нас получилось. Если подводить итоги, у нас первым местом в суммаризации занимает Gemini, потому что он не только нашел секретную фразу, он также подробно, прям качественно написал суммаризацию этой конференции. На втором месте будет у нас Claude, причем бесплатная версия тоже классно с этим справилась. 4.4.0 не показали нужных результатов, то есть они у них не полные. Это действительно проблема GPT-4. Как я заметила, она не может обрабатывать прям длиннейшие документы. Хотя разработчики с каждой версии увеличивают объем токенов, которые она может обрабатывать, но по факту есть много недочетов, у меня много вопросов к этому. Поэтому, если вам нужно качественно просуммаризировать большой объем информации, то однозначно выбор за Gemini платной версией, она с этой задачей справляется хорошо.
Или даже Claude бесплатная. Следующий фактор – помощь, рассуждение и объяснение. В этом тесте нам нужно посмотреть, насколько хорошо наши AI-модели умеют помогать нам, пользователям, рассуждать, давать какие-то подробные объяснения по разным вопросам. Я очень часто использую нейросети в таких рода подсказках при создании чего-либо. Для этого теста я подготовила такую задачку, как «Объясни мне, как я могу автоматически брать новости с англоязычного сайта, чтобы ChatGPT их переводил на русский язык, делал к ним краткое описание, публиковал в формате мини-новости в Telegram, а еще генерировал картинку к новости, чтобы как только вышла новость на сайте, она сразу же публиковалась в мой Telegram-канал в моем формате». Я совсем не разбираюсь в коде, поэтому мне нужен вариант, в котором не предусмотрен код. Задачка сложненькая, и здесь потребуется именно ее знание в существующих решениях, существующих предложениях. Смотрим, что у нас получилось. Если подводить итоги, лучше всех здесь показал себя Claude, дал самую подробнейшую инструкцию, разъяснил все, позаботился, чтобы все термины человек также понял, поэтому прям супер классно для новичка подойдет. На втором месте у нас будет 4.0, поэтому у него тоже вышла классная инструкция. Какие-то моменты остались непонятненькие, но в целом супер достойный результат. Поэтому, если вам нужна помощь в настройке чего-либо, то Claude и GPT 4.0 с этой задачей справятся хорошо. Следующий параметр у нас работа с поиском. Немаловажный у нас параметр, так как мы хотим, чтобы за нас ИИ искал какую-то информацию, автоматизировать какую-то часть вещей. И особенно это важно, насколько она качественно это делает. У нас будет поиск о человеке. У нас будет такой промпт, как «найди мне в интернете все, что может найти про Web3. Кто это, чем занимается, чем увлекается. Мне нужна вся информация. Опиши как можно подробнее». Поехали. Клода, как мы знаем, уже нет актуальной информации, но базируясь на своих знаниях до 2023 года, она смогла предположить, что Web3 это какой-то чей-то псевдоним, нашла упоминание в форумах и даже Twitter-аккаунт, правда пустой, не мой Twitter-аккаунт. И в Gemini платная версия разошлась, нашла множество информации, что это криптоэнтузиаст, ведет телеграм-канал, Twitter, на работу вакансии постит, да, было у меня такое дело. Прям такое досье собрала. Правда, какая-то информация, вот видно, что общая, она без какой-либо конкретики. И акцент почему-то она сделала, опять же, на криптовалюту, не на AI. И как по факту оказалось, что все вот эти ссылочки, которые она порекомендовала, они больше относятся к прошлому году, нежели к актуальному моменту. Но все равно с задачей более-менее справилась. Если делать вывод по сравнению со всеми нейросетями, на данный момент лучше всего сработала Gemini, но опять же, раз на раз не приходится. 4.0 меня в последнее время удивлял. В этот раз выдал какую-то ерунду. А если говорить в общем, то в принципе сейчас все модели, они не так хорошо работают с интернетом. И если вам действительно нужна какая-то актуальная информация без воды, без рекламы, то я рекомендовала бы использовать браузер Perplexity. Это браузер с AI, который как раз именно находит всю релевантную информацию в интернете. Он не обыскивает весь интернет, но он выдает самые такие большие сайты, которым стоит более-менее доверять. Поэтому, если нужна конкретика, обращайтесь именно к браузеру perplexity.ai. Следующий параметр – понимание языков. Тут мы проверим, насколько наши модели хорошо понимают и могут общаться на разных языках мира. Задание будет одинаковое, то есть ему нужно будет написать текст на испанском, китайском, немецком, хинди, филиппинском, португальских языках. Текст будет следующим. Прорыв. Китайские ученые серьезно продвинулись в крионике. Им удалось заморозить и разморозить мозговые клетки без каких-либо повреждений. Вставляем этот текст во все модели, смотрим. Переводы готовы? И мы смотрим, что все наши модели, что GPT-4, что GPT 4.0, Claude, Gemini, платные и бесплатные, все практически мы видим, что выдали идентичные переводы на все 6 языков, прям слово в слово, запятую в запятую. Вывод напрашивается сам собой, здесь все равно, какую модель вы используете, они классно, отлично справляются с задачей перевода. И не только перевода, то есть и адаптированием ваших писем, ваших обращений под ту или иную культуру той или иной страны. Ну и последний параметр – это дополнительные функции. Какие у нас дополнительные фишки имеет та или иная модель? Здесь, конечно же, фаворитом будет ChatGPT, GPT 4.0 в нашем случае, потому что здесь у нас и создание кастомных ботов,
и интегрированы разные сервисы в сам чат GPT. Можно подключать к моделям разнейшие программы, чтобы они вместе с ними взаимодействовали. У нас здесь есть и продвинутые AI-ассистенты API, то есть можно создавать и настраивать своих ассистентов прямо на платформе, которые в дальнейшем можно уже вносить за рамки OpenAI. Можно здесь и общаться голосом, и получать ответы голосом. Можно и делиться чатом. Можно использовать 3 модели в самом чате GPT. Есть удобное у нас приложение и на телефон, и на Android, где можно общаться с голосом с ним. У нас здесь есть и возможности напрямую загружать документы из Google Docs, из Sheets. Есть встроенная возможность создавать интерактивные таблицы, строить диаграммы, работать со своими данными. Много языковых моделей для использования через API. Здесь есть Custom Instructions, функция памяти. То есть можно подключать в память несколько своих диалогов, и GPT будет помнить все, что вам нужно, чтобы он помнил. И еще несколько функций, которые они обещали добавить, пока еще ждем. Теперь про Gemini. Gemini тоже есть классные функции. Например, тоже можно загружать документы из Google. Ну, логично, потому что создатели Gemini Google. Вот, здесь также можно голосовой ввод промпта, голосовой вывод, получать ответы голосом. Также есть свои предложения и на iOS, и на Android. Здесь есть функция выбора тона ответа, то есть можно выбирать, какой ответ изначально хотите получать. Неформальный, длиннее, короче. Здесь есть функция черновики. То есть модель по одному запросу может генерировать сразу же несколько вариантов ответа, вы потом уже можете выбирать. Несколько вариантов картиночек. Также можно делиться чатом. Плюсами Google, несомненно, будет то, что здесь можно подключать плагины от известнейших сервисов. Гугловских сервисов это Workspace, YouTube, отели, карты, авиабилеты. В дальнейшем это будет все больше и больше именно предложений гугловских, поэтому это огромнейший плюс, если вы используете Google, а вы, скорее всего, используете. Ну и, соответственно, все, что есть у Гугла, их продукты, соответственно, конечно же, будет внедряться искусственный интеллект. То есть это со всем можно будет взаимодействовать, поэтому это тоже огромнейший плюс. Пока это еще не так классно работает, но в будущем это может стать очень хорошим преимуществом. По клауду. Клоде у нас есть свое предложение, пока что только на iOS, и у нас есть возможность выбора 3 моделей в чате. Но пока на этом все. То есть в Клоде больше они за улучшение, как я увидела, своей модели, и она действительно по многим параметрам работает намного лучше ее конкурентов, но они не про дополнительные функции, по крайней мере, на данный момент. Поэтому, конечно же, здесь именно вот роль играет, я думаю, ключевую роль играют дополнительные функции, если они вам очень важны, а мне они очень важны, так как я создаю разные автоматизации, то, конечно же, мой выбор, несмотря на то, что Claude лучше себя показывает в каких-то текстовых вещах, все равно остается за GPT-4, потому что я могу еще пользоваться и картинками, и поисками, и диаграммами, и табличками, и созданием ботов, и тренировки, и так далее. Ну, а вы уже сами для себя определяете, что для вас важнее. Окей, цены. Цены у нас на все модели одинаковые, везде по $20, мы говорим за платные модели, поэтому ничем не отличается. Какие у нас выводы? Это было очень длинное видео. На тесты ушло еще больше времени, не сомневайтесь, но вы себе сэкономили как минимум 3 дня просто тестов. И, в принципе, все ответы вы увидели, вы можете еще раз их пересмотреть, для себя делать какие-то определенные выводы. Если я буду подводить итоги, то я скажу так, что массу мы натестировали по разным параметрам. Я могу сказать то, что идеального ИИ пока не существует. У каждой модели есть свои фишки, есть свои заморочки. 4 мощная, медленнее. 4.0 пошустрее, лучше. Не всегда пока дотягивает по качеству, потому что, видимо, только выходит, поэтому, соответственно, есть какие-то свои баги. Но вот в ближайшем будущем, я думаю, что она станет топом. Claude мне понравился по качеству генерации текстов. Если ваши задачи в основном касаются текста, то я бы очень посоветовала протестировать Claude. Gemini быстрая моделька, да, пока сыровато, все, что они сейчас говорят, пока еще в действительности не работает, но с какими-то задачами творческими, например, неформальными, оно справляется лучше, чем свои конкуренты. Конечно же, безусловно, платные версии намного лучше, чем бесплатные. Это бизнес, конечно же, они не могут сделать бесплатные версии лучше или одинаковее платных, иначе какой смысл покупать платные версии? Но опять же, здесь вы смотрите, выбираете лично для себя. Надеюсь, это было очень познавательным, хоть и очень длинным видео, но, поверьте, время было сэкономлено довольно-таки много.